Пока заставка с дисклеймером висит на экране, посмотри, пожалуйста, остались ли свободные места в зале. Дисклеймер. Дисклеймер. Это же афиша у всех блогеров и ютуберов с моим концертом. Дисклей. Да и концертный зал зачетный, по-любому аншлаг. Ну, чего там? Полный зал. О, кайфушки. Первое выступление и сразу полный зал. Не, ну ты спросил, остались ли свободные места. Я ответил, полный зал. Ну, в смысле, никого нет. Печалька. Думаешь, меня это остановит? Пофиг вообще, вальсируем. Объявляй. Встречайте, мистер Клей! Привет, привет, привет! Буэнос диас, мои хорошие! Хола-халатенья, любители остренького! Конечно, не так я себе представлял начало своего сольника. Мозг рисовал влажные фантазии, как я под бодрую музыку и шквал аплодисментов выхожу к публике. Там группа поддержки, тут девчонки визжат от восторга. И обязательно где-то на задних рядах один чел, который угорает в паузах, просто ревет, акилось. Непонятно, то ли он во что-то свое залипает, то ли позднее зажигание, но такие ребята делают настрой реально. Респект вам. Только поэтому решил играть по-крупному. Залез в кредиты и снял этот потрясающий концертный зал. Вроде и место натоптанное, прикормленное, не какая-то забегаловка, а целый фикус Глори Холл. И никого. Странно. Странно, наверное, это страшный сон любого артиста. Выходишь такой весь на позитиве, а в зале никого. Один охранник стоит, смотрит, чтобы ты ничего не спер. Hello. А все, вот и он ушел. Ну ладно. В общем, частенько смотрю выступления разных комиков в последнее время и заметил такую балалайку. Многие, очень многие начинают рассказывать про то, что вот, мне уже столько лет, почти 30, все, закат, старость, хожу к психологу, одновременно дорожки песком посыпаю, прорабатываю детские травмы. Похлопайте, кто тоже ходит к психологу. И ползала такие, да, я хожу. Заметили такое вообще? Это вообще что? Это концерт или очередь к психологу? Если очередь, то кто крайний? Вы? А почему именно вы? Кто привил вам это чувство постоянно чувствовать себя крайним? Хотите об этом поговорить? Тебя настолько травмировали, что мысли о старости и психологии пришли одновременно? Не-не, я не осуждаю, не подумайте ничего такого. Но чего ради, типа, я выйду на пенсию с позитивным взглядом на жизнь, проработанный, в ресурсе, на позитиве, достойно встречу старость, так что ли? Вы уверены? Вы видели те пенсии? Прямо уверены, что получив первую пенсию и квитанцию на коммуналку, у вас кукуха не слетит на отличненько и окончательно? Не, на самом деле работа над собой — это действительно сложное занятие. Менять себя в лучшую сторону — это очень круто, особенно когда реально не повезло с родителями, и они доставили какой-то дискомфорт или психологическую травму. Надо прорабатывать, конечно. Ну, или если нет средств на специалистов, хотя бы не унывать. Не знаю, как вам, но лично мне с родителями повезло. Максимально. Это им не повезло со мной. Не, ну правда. Они же меня не выбирали, правильно? Никто не гарантировал, что я закрою все их чаяния и надежды, да и вообще. Долботрон в семье — это страшно. Похлопайте, в зале есть еще долботроны? Шучу. На самом деле, в детстве я минимально контактировал с родителями. Все наше общение сводилось к тому, что они приходили с работы и такие, что в школе получил? 4. А чего не 5? Дальнейшее общение было не нужно в принципе. Чего там по какому предмету? Да пофиг вообще. Единственное, что нас объединяло, это телевизор. Эпицентр культурной и общественной жизни. Особенно в период Олимпийских игр. Обожаю. Раз в 2 года мы всей семьей собирались у черно-белого монстра с разрешением экрана, как у калькулятора. И начиналось. Как бы это объяснить? Это чем-то напоминало обращение президента к федеральному собранию. Обозначить вектор движения на ближайшие годы. Только коротко, тезисно, хлестко и емко. О, смотри, фигурное катание. Гля, девочка 16 лет всего. Ничего себе! Смотри, какая молодец! 16 лет, а уже выиграла Олимпийские игры. Умничка! А ты что? Сидишь, дурак дураком и уши холодные. Чего ты добился в жизни? Чего добился? Пап, мне всего 8, и у меня даже нет коньков. И что? Кого это волнует? Хочешь накормить голодного? Дай ему удочку, а не рыбу. Я тебе идею подкинул, а дальше думай сам.
А надо отметить, что, знаете же эту тему, да? Говорят, когда в семье много детей, родителям гораздо проще хотя бы в том, что следующим не нужно покупать вещи, из которых вырос старший ребенок. Их донашивает младший. Отличный костюм. Чего ты? Вельветовый, дед из Германии еще привез. Страшно представить, что по наследству доходит до 5-6 ребенка. Или дальше. Ну, чего нос воротишь? Отличные труселя, 50 лет баскетболу, еще носить и носить. Я второй ребенок в семье, мне в этом плане повезло. Вещи доставались почти как новые. По выкройкам из журнала «Бурда моды», но это не важно. Важно то, что все новое — это хорошо забытое старое. Сейчас это последний писк моды. Чего ты выпендриваешься, Сережа? Отличная же юбка. Мам, ну мы же не в Шотландии, пацаны не поймут. Ой, да много понимаешь ты со своими пацанами в высокой моде. Книжки лучше читай, ума набирайся. Ну что, записался в библиотеку. Получил читательский билет. Красивый такой, иду. Солнышко. Юбка так называлась, точно, солнышко. Фасон такой вспомнил. До этого не помнил. Потому что вместе с читательским билетом во дворе выхватил отменных звездюлей одномоментно. Модник, блин. Шучу, не надевал я юбку никогда. Ну, разве что в библиотеке. Но это не считается. Все, что было в библиотеке, остается в библиотеке. Потому что тишина должна быть в библиотеке. Одевай, надевай, как хочешь, что хочешь, на кого хочешь, только тихо. Никто ничего не скажет. Это библиотечный кодекс молчания. Их, похоже, и не закрывают до сих пор только из-за вас, извращуги. Шучу, а то набегут сейчас, лови потом. Тема-то рабочая. А ремарочка-душнилка. В конце 80-х этих ваших интернетов тогда не было в принципе. Вообще никакого, ноль, прикиньте. А сейчас, поразительно, как интернет изменил мир. Не надо никуда ходить, все есть. Открыл гаджет, столько полезной информации можно буквально вот ткнуть пару раз пальцем. Серьезно. Тонны, сотни килотонн информации. Хочешь видео, хочешь статьи, хочешь на другом языке. Все, что хочешь, можно найти. А мы смотрим что? Котиков и порно. Нормально. Че? Удивительно, почему никто не похлопал, когда я спрашивал, есть ли в зале долботроны? Стесняшки вы мои. Короче, записался в библиотеку. Естественно, в поисках ответа на вечный вопрос всех времен и народов. Где взять денег? Ни карту сокровищ, ни кнопку с надписью «Бабло», на которую только нажать, и вот они посыпались монеточки в оттопыренный кармашек. Нет, нет, просто способ или схему, если хотите. Пусть небольшой, денежный ручеек, но хоть чуть-чуть, хотя бы просто. По мелочи, мороженку там во вторник, а не на день рождения. Или штаны, какие я хочу, а не те, что последний писк моды. Короче, бизнес надо мутить. Бизнес. Тогда же по телеку мелькнула передача, где какой-то дядька в галстуке и очках на серьезных щах нахваливал какой-то бестселлер, типа «Миллион за 2 недели». Уф, мажестик! Отыскал я этот шедевр, начал читать. И это вообще что? Какие-то акции, биржи, инвестиции, голубые фишки, торговый дом. Здесь покупаем, тут продаем, трансатлантические схемы, аукционы, небоскребы, Уолл-стрит, все дела. Стоп! Стоп! Дядя, ты где взял денег на первоначальный капитал? На вот это вот все. У нас еще Ленин на рублях нарисован. Какие акции, облигации, инвестиции? Попроще есть что? Да есть же, нашел! Вот оно! Уникальное, настоящее чудо. Приземленное руководство к действию. Максимально разжеванный гайд успешного успеха. Идеальный бизнес-кейс. Коротко, просто, понятно, доступно. Купил яблоко за $1, помыл, протер, продал за $2. Купил 2 яблока, помыл, протер, продал уже $4. И так до бесконечности. Масштабируй, развивай, доминируй, унижай. Офигенно, кладезь знаний. А яблок в том году был необычайный урожай. Их не успевали даже собирать, они тупо падали, валялись под деревьями. И когда батя в очередной раз, стоя в огороде, глядя на все это, сказал: и что с этим делать? Надо убирать, выкидывать, а то картоха не вырастет в следующем году. Картоха, огород, это вообще отдельная тема. Как вспомню, так вздрогну. Вообще, если так вспоминать детство, я помню только школу и огород. То посади, то окучивай, то полить надо, то прополоть надо. То навоз купи, привези, разгрузи, то жуки, то еще неведомая хрень какая-нибудь. Столько затрат, так еще все лето опашешь. И осенью по итогу покупаем картошку на рынке. Ну да, не урожай. Бывает, не унывай. Зато вон как загорел за лето, Серёня. Никакое море не надо, красота. И так год за годом попытки вырастить ананасы в условиях крайнего севера и те увенчались успехом. А у нас картошка не росла. Не росла, и все тут. Мы покупали ее круглый год. Весной, чтобы посадить. Осенью, потому что не урожай. Казалось бы, вычеркни из этой схемы огород, и жизнь заиграет новыми красками. Но нет, ты офигел. Это же свое. Своим трудом со своего огорода, натуральная, вкусненькая. Ты видел, чтоб я какой-нибудь гадостью ее поливал, а?
Так может, поэтому и не растет, спрашивал я, взмыленный очередной парковки и уже согласный хавать тупо овес, чтобы хоть как-то компенсировать конскую нагрузку. Много рассуждаешь, работай давай, еще и яблоки эти девать некуда, еще и ты мне мозги компостируешь. Я ей говорю, а давай продадим. Сам про себя думаю, если по той бизнес-схеме сработать, то и вкладываться не нужно, только продавай. Бери и продавай, умник. Кто пойдет продавать? Я? Я не пойду. Ты пойдешь? Пойду. Ну-ну, давай, расскажешь потом. Кстати, в школе что получил? Какие отметки? 4. А чего не 5, торговец? Думаете, я спасовал? Нифига. Формально добро было получено, и я решил действовать. Был у нас один сорт яблок, реально офигенно вкусные. Мед и сахарная вата. Тают прямо чистый персик, а не яблоки, отвечаю. Ну, думаю, они-то зайдут стопудово. Тем более они только у нас росли, считай, преимущество перед другими предложениями. Осталось сделать первый шаг. Это сложно, реально сложно. Одно дело, когда у тебя есть пример перед тобой, когда хоть кто-то в семье имеет хоть какой-то опыт в торговле, и когда вот так, с нуля перебороть себя и в 12 лет встать на скользкую дорожку рыночных отношений, реально, мне было сыкотно. Набрал ведро яблок, пришел на рынок, и вот тут я первый раз столкнулся с жесточайшей конкуренцией. Напомню, год был урожайный, прилавки ломились от изобилия. Тут было все и в неограниченных количествах. Немытые, мытые, наливные, райские. Белый налив, штрифель, золотое руно, богатырь, семеренко, гольден, сиреневый туман, рубиновый закат и я. Но нейм с яблоками без названия. Кстати, у моих яблок была особенность еще одна такая интересная. С ними ничего нельзя было сделать, только есть в сыром виде. Вот так покушать, они вкусные, просто кайфушки. Но ни на компот, ни на варенье они не годились, они вообще не хранились, никак. Только кушать здесь и сейчас. Прошелся я по рядам, чекнул предложение, сделал анализ конкурентов, прикинул одно к другому и понял, что мне не светит тут ни хрена, кроме как самому стоять и хомячить эти яблоки. Но маховик эксперимента уже запущен, надо хотя бы понаблюдать, что да как. Особый интерес у меня вызвала одна бабуся. Бизнес-сокол тысячелетия, перед которой стояло ведро с Антоновкой. Антоновка! Для тех, кто не в курсе, это такие железобетонные криворотовки, которые не то что откусить проблема, они созревают вообще хрен знает когда. Наверное, к следующему году, я не знаю. По-моему, они чуть-чуть становились сладкие примерно к 8 марта. Короче, сидит она, вяжет что-то, изредка окинет взором состояние фруктовой биржи, ухмыльнется и дальше вязать. Видели же таких наверняка. Ребята, думаю точно, бабуся еще при Наполеоне торговала и знает, что-то есть у нее чему поучиться. Пусть не заработаю ничего, но опыта хотя бы наберусь. В это время по рядам ходил народ, кто-то приценивался, кто-то покупал, кто-то просто так походить, жалом поводить. Таких, кстати, было большинство. Променад и рандеву по рынку, наверное, основная забава того времени. Бабуля вообще не отвлекалась от внимания. Она, как клубочно-ниточный Дарт Вейдер, медитировала на свои спицы. Но как только на горизонте появлялись пластичные лысые ребята в кожаных куртках. Спицы в сторону, бабуля расцветала. Божий одуванчик превращался в богиню охоты и торговли одновременно. Мне кажется, в ее пенсионном так и написано было: Диана Гермесовна, античный менеджер фруктового Олимпа. Она начинала сразу суетиться, даже вставала, начинала налимонивать тряпочки свои яблоки и наводить прочую суету. У ребят в кожанках был один критерий отбора: чтобы продукт не испортился при пересылке почтой до Воркуты или Магадана. Пройдя по всем рядам, они останавливались, конечно же, у кого? Естественно, амбассадор яблочного спаса, официальное лицо Антоновки. Она быстрее всех реализовывала свой стратегический запас и с гордым видом и неплохой прибавкой к пенсии покидала колхозный сектор со словами: «Спасибо за внимание, коллеги, до новых встреч». Уф, вот это реально бизнесовая мадам. Она точно знала свою целевую аудиторию, выгодные преимущества своего продукта и била точно в цель с минимальными затратами ресурсов. Еще и поводив по губам конкурентам своими вот этим вот: «Коллеги, до новых встреч». Мой пытливый детский ум искал варианты, нужна была какая-то фишка, какая-то замануха, которая привлечет интерес к моему продукту. Возникла безумная идея, как подхлестнуть спрос, и я ее придумал. Да-да, порадуйтесь за меня. Дело поперло. 3 дня я бегал с огорода на рынок и обратно. Таская мешки с этими молодильными яблочками, даже появились постоянные клиенты, прикиньте. Казалось бы, все на мази, но яблоки вдруг закончились. К такому повороту я был не готов. Что делать? Я решил рисковать по-крупному. И поставил все на красное.
свекла и морковь. Я только потом узнал, что этот бизнес-кейс был анекдотом. У миллионера спросили, как он заработал капитал, и он ответил, что, мол, купил яблоко, помыл, продал за $1, купил 2 яблока, помыл, продал за 4, а потом совет директоров выплатил мне квартальную премию. Но схема-то рабочая. А дома меня ждал разбор полетов. Ты что, серьезно? Какой рынок? Стоишь там, блядь, позоришь меня, дурак дураком. Люди смеются. Что ты своему на карманные расходы не даешь? Так не даешь. Поэтому и не даю, блин, потому что позоришь меня. Совести у тебя нет. Так и денег нет. Ой, бля, долбежка долбежкой. Но он быстро отходил и преподавал уроки жизни, не отходя от кассы. Ну чё там, реально заработал? Серьезно? А чё, сколько? Урок о неразглашении коммерческой тайны я усвоил очень быстро, буквально со следующим вопросом. Ну а чё, поделиться-то не хочешь? С чего? Ну, я их вообще-то растил, сажал. Серьезно, блин, неделю назад ты хотел их выкидывать. Поделишься, матери не скажу. Это был последний аргумент, хотя и он не сработал. Маленький город — это как большая деревня. Тут продал яблоки, на другом конце скажут, что открыл фруктовый притон. Ладно, то такое. Чего унывать? Опыт есть опыт, его не купить. Начал искать другие варианты, так, чтобы по тихой грусти мутить то там, то сям, чтобы хватало на карман. Подкопив, менял на розовые червонцы с вождем социалистической революции, складывая в тайничок. Но при очередном шмончике, генеральная уборка в квартире, мою сберкассу нашла мать. Ты что воруешь? Сережа, я не буду бить тебя и ругать. Скажи, откуда деньги? Чистосердечное признание смягчает наказание. По идее, да, но не в этом случае. Неделю молодой преуспевающий бизнесмен ходил в школу с синяками от такого, сука, узенького цейсовского ремня, предварительно слезно и торжественно пообещав, что я больше не буду. Не буду что? Торговать? Искать способы заработка? Что? Нет! Не буду прятать деньги! Прикинь, максимальная прозрачность доходов и расходов. А это, на минуточку, лишь начало дискотеки 90-х. Решил вложить деньги. Ну реально, там приличная сумма скопилась, и мало ли что, времена меняться начали очень стремительно. Тот бестселлер «Миллион за 2 недели», похоже, прочитал не только я. И какие-то ушлые типсоны решили прокрутить эту балалайку в масштабах страны. Помните же эту конкретно мутную историю с приватизацией? Раздали каждому по ваучеру, бумажки с надписью «Приватизационный чек». Этакий кусочек родины, и делай с ним что хочешь. А многие вообще не вдупляли в принципе, что с ними делать. Нашлось много шустриков, которые начали скупать ваучеры у населения, приобретая на них акции заводов, газет, пароходов. Я тоже решил не отставать от мейнстрима. Тут как раз подвернулся разговор с отцом. Сынок, а что ты думаешь вообще дальше? Как жить? Какие планы на будущее после школы? Давай, может, не глуми голову и к нам на завод, ебать! Слушай, тут такая схема. Ваучеры можно покупать недорого. Там вон ребята меняют даже, наберем, вложимся в акции этого твоего завода. На тебя все оформим, я же несовершеннолетний еще. На них потом дивиденды будут выплачивать. А может, продадим попозже. Ну тут как пойдет уже. Может, вообще выкупим весь завод. Или в совет директоров войдем. Наверное, впервые он слушал меня очень внимательно, глядя глаза в глаза, видимо, обдумывая варианты обустройства завода. Изрек: ты что, пьяный? Какие-то зрачки расширенные. А ну, вены, покажи. Не фартануло, короче, с приватизацией. Инфляция обесценивала накопления, и я таки придумал, куда вложить свои сбережения. И не во что-то там непонятное под 100 тысяч 500% годовых, а конкретно так. Знаете, что я купил? Удочку! Удочку, блядь, охеренный, просто самый дорогой, бомбейший спиннинг из стекловолокна с кучей блесен. И не то чтобы я прямо заядлый рыбак, нет. Но эти восхищенные взгляды заядлых рыбаков на мой спиннинг, когда я проходил мимо, по ощущениям, это как пролететь на космическом корабле вдоль гужевых повозок. Рыбы я, правда, так и не поймал, вне зависимости от степени голода, странно, да? Хотя фантазия рисовала такие красочные картинки, как я иду назад, мимо этих бедолаг, с полным мешком осетров, китов и крокодилов. И как бы нехотя говорю, удаляясь: спасибо за внимание, коллеги, до новых встреч. Но реальность была суровее. Мужики, улыбаясь, спрашивали: поймал, а рыба-то где? Вот здесь бы мне, наверное, стушеваться, но внутри меня проснулся понторез, который отвечал за меня. Пс, я и спортивного интереса ловлю и отпускаю. Да и вам надо же что-то оставить.
Замечали у себя такое состояние? Стоит один раз разбудить в себе понтореза, и все. Все! Он навсегда. И это неконтролируемо. Злые языки поговаривают, что в некоторых местах колотить понты — это традиция, а в некоторых странах вообще стало национальной идеей. Но если понторез поселился, это навсегда. Недавно вот, например, волею судеб посетил музей камней и минералов. Какие же там потрясающие экспонаты. Просто загляденье. Метеориты, самоцветы, драгоценные, полудрагоценные камни. Впечатляющей красоты. Возле одного стенда я просто залип от эстетического восторга, разглядывая узоры каменных переливов. Рядом остановилась пара. Интеллигентные люди, примерно моего возраста. Так искренне и с нескрываемым восторгом женщина говорила: «Какая красота! Какое же великолепие! До чего восхитительное творение самой природы!» Мужчина ей вторил: «Да, просто сказочно! Даже не верится, что такое может получиться само собой. Просто удивительно!» И в какой-то момент наши взгляды пересекаются. И они мне: «Красота какая! Такой музей хоть раз в жизни надо посетить. Согласны?» И вот как так? Почему? Отвечаю им на автомате: «Ну, наверное. Я тут так выбираю, чем баню отделать». Ну, то такое. Вернемся к бизнесу. Посидеть к 25 годам и словить первые панические атаки — это вам прямой путь в производство. Придумать что-то и запустить с нуля, не имея ни хрена — на это нужен талант. И когда еще не получается что-то, родителей вообще лучше в курс дела не ставить. Максимум, что услышишь: «А я тебе говорил, сам виноват, надо на завод было идти». Да и без них всегда найдется умник, который скажет: «Иди на завод». Опережая такие пассажи, сразу говорю: на заводе я работал и не на одном, и не скажу, что мне прям вот не понравилось. Нормально, все тип-топ. Но свое есть свое. Своим трудом. Натуральное, вкусненькое. О, первый зритель рад видеть. Здравствуйте, здравствуйте, проходите, пожалуйста, барышня. Отлично выглядите, шикарное платье. В любое место присаживайтесь, где вам удобнее. Продолжайте. Я сейчас быстренько полы помою. Прелестно, на меня тоже внимания не обращайте. Вообще, если честно, я и не знаю, как привлекать к себе внимание. Еще такую тему заметил у многих ребят на выступлениях. Повторяют как мантру: «Я комик. Я комик, мама, я комик». И мать такая: «Тише, тише, иди хоть блинчиков поешь, комик, а то с голодухи и шутки плоские будут». Это для чего? Самоубеждение? Или чтобы зрители не забыли? А потом я посидел, подумал, и родилась такая теория комического заговора. Походу, это специально для продвижения роликов на ютубе. Алгоритмы считывают контент, и в общем, этой теорией я поделился со своим кентом. Наверное, у всех есть такой дружбан, который знает все. Это из тех, кто: «Послушай сюда! Хочешь продвинуть ролик на ютубе? Добавь субтитры на английском. Я тебе говорю. Я!» И ладно бы это был мистер Бист, ну или хотя бы там Диана Гермесона. Но, Леха, блин, ты же токарь! Ну да, и тиктокарь с какого-то момента. Ну блин, видос, как тебя в токарке на шпиндель намотала с криками «Люблено, работаем!» набрал просмотры в рубрике «Погоня за хайпом» премии Дарвина. Хотя, прислушаюсь, если уж позориться, то на весь мир. Я еще и на испанском субтитры добавлю, чтобы по классике: если стыд, то испанский. Ой, да лучше в описании номера карточек добавь, кошельки криптовалютные. Глядишь, толку больше будет. О май! Сударыня знает толк в извращениях. То самое неловкое чувство, когда даже клининг-менеджер знает про крипту больше меня. Серьезно, как в этом разобраться? Куча разных монет. Некоторые реально вызывают вопросы. Куни-коин. Это вообще что? Чем обеспечено? Кем? Одна монета равна одному куни или что? Это как майнить? Или обменивать? Как сейчас не понимал, так и раньше. Вот пример. 2013 год. Подходит ко мне один Типсон знакомый. Говорит: «Чувак, я тут намайнил битка, но срочно деньги нужны, я отдам. 10 монет по 100 грина за монету. Возьми, а? По-братски выручай». А я что-то такой думаю: какой биток нахрен, братюнь? Какая-то хрень наверняка. Лучше я на эти деньги куплю... Что? А ну угадайте. Коньки! Коньки, блин, так и висят. Смотрю на них иногда, и скупая слеза по небритой щеке. На коньки, на курс биткоина, снова на коньки. Вложил, блин. Ну кто знал. Везде во всем есть риски, плюсы и минусы. А если в дело еще влезают родственники, это, конечно, феерично иногда. Есть у меня один такой, да наверняка у каждого такой есть. Когда ему ничего не нужно, он и не звонит даже. Но если ему что-то нужно, заколебет. Наверняка многие с таким сталкивались. Так вот, звонит он один раз мне: «Серега, есть идея». И вот тут бы мне насторожиться и положить трубку. Ну, что за идея-то? Короче, бизнес придумал.
А надо отметить, что в принципе он-то парень толковый. Во всех этих гаджетах, компьютерах шарит нормально так. Внемлю, отвечаю ему. Ну, ты же, ты в областном центре живешь. Давай замутим. Короче, я нашел на сайте из рук в руки. Продают системные блоки, старые, но почти новые, как новые, по дешевке. Понапокупляем этих блоков. Я их тряпочкой протру, поставлю всякие свистоперделки мигающие и продам. Навар стопудово будет. Выручай, ну чё, я приеду, поездим, заберем, дальше я все организую. А складывать-то их куда? Ну, у тебя постоят. Я всего на пару дней. Братюнь, выручай. Быстро все прокрутим. Го-го-го. Ну, окей, ладно, приезжай. 2 дня мы мотались с ним по разным сторонам города. По каким-то трущобам. Забирали эти блоки, везли ко мне, складировали. Да мы ща быстро. Ну чё, по-братски, чё ты? Не убудет же с тебя. Чё тут пару дней выручишь? Ладно, окей. Надо же помочь на ноги вставать молодым бизнесменам. Прокрутили эту схему за 2 дня. Заработал я на этом? Конечно, нет. И ладно бы, все так и закончилось. Но за эти 2 дня, пока эти железки стояли у меня, кое-что произошло. Но масштабы я оценил только спустя пару месяцев. Протирать надо было до того, как купить, а не перед тем, как продать. Клопы, прикиньте, клопы, сука, я охренел! Их не так просто вывести, выкинуть пришлось всю мебель нахер. Естественно, с понторезом, да это у нас традиция такая, как в Италии. Выкидываем перед Новым годом всю старую мебель. Так ты вроде недавно ремонт только сделал. Ну а чё? Традиция есть традиция. Бля! Еще эти травильщики протушили все, что можно. Воняло просто, сука, трэш. По итогу чё? Одни убытки. И тут звонок. Здорово, Серега. Я тут идею придумал. Так, сразу нахуй. Да чего ты воняешь? У тебя же все на мази, там помоги. Чё ты, воняешь? Блядь, сука. Потом многие удивляются, а чё ты не хочешь общаться? Вот как-то так, вот что-то не хочу. А тут еще пандемия, помните же? За полгода перед ней я устроился на новую работу. Совершенно случайно искал спокойное место какое-нибудь, выдохнуть после таких поворотов. Решил на склад куда-нибудь. Менеджером, консультантом, кладовщиком, пофиг что. Чисто расширить кругозор, да и на окладе стабильном посидеть, чё уж. Пришел, смотрю. Запах еще такой приятный. Или мне так после клопов показалось. Вот тут бы мне насторожиться. Ну, что тут у вас? Секс-шоп. И вот тут я реально охренел от изобилия всего. В тему-то нужно погружаться. Первый вопрос мой был: я надеюсь, мне не нужно будет все это тестировать на себе. Думаете, у меня рука в заднице просто так? Нихуя! Но это не связано с тем местом работы, это кредиторы крепко держат меня за гланды. Не соскочишь. Короче, сбылась мечта. На вопрос, что ты делаешь на работе, я гордо отвечал: пинаю хуи. И ведь не врал. И тут пандемия. Такого ажиотажа я даже не мог себе представить. А ведь приходилось и на телефонные звонки отвечать, консультировать. Тут еще эти остряки-самоучки, как их, пранкеры, звонят: алло, это прачечная. Ну и чего вы ждете, в ответ? Что вам в рифму ответят? Хуяй, конечно, понимаю, что по смыслу подходит, но тут серьезная организация, здесь интеллигентные люди. Это дилдошная, мать вашу, понятно? Ну и любители острых ощущений у нас, как оказалось, ого-го. А тут еще запреты эти на выход из квартиры только с животными. И тут мне в голову пришла уникальная идея. Хомячки! Ладно, шучу, я с этим завязал. По работе приходилось еще просматривать диски с порнухой. Чтоб там всякого запрещенного не было. Устал. Если честно, столько порнухи пересмотрел, что уже в метро встречаю знакомые лица. Не удивляйтесь, если при встрече я вам подмигну. Устал. Снова хочу в бизнес. Но чем заняться? Хз. Казалось бы, санкции. И вот действительно, они же работают, блядь. Если раньше чего-то не было или было трудно достать, то теперь есть все. Реально, магазин, 58 сортов сыра, и это только плавленого. Куда? Все есть, все абсолютно. Хочешь баню отделать, пожалуйста. Любые камни, любые сорта древесины, все, что хочешь. Тут заехал в какое-то село, в местный магазинчик, типа сельпо. Зашел, там стоят 5 мешков разных семечек. Спрашиваю, это чего? Это настолько семечки любят местные жители? Продавщица отвечает: да не, это зима снежная. Это для птичек, люди подкармливают. 5 сортов? Ну да, некоторые одно едят, другие другое не едят. Вам чего, уважаемый?
Овса мне. Вот чем заняться? Чем? Тут есть все и точка. Здесь даже птицы, сука, выебываются. И это я не буду, тоже мне фифочки. Но я не унываю. Друзья еще идеи накидывают, но что-то я как-то пока сомневаюсь. Спиннеры вообще нормальная так тема, как думаете? Напишите своих идей в комментариях. И если хотите еще историй, ставьте лайки. А в общем, и наверное даже в целом, как бы вы ни отреагировали на этот перформанс, я скажу так. Друзья, это все-таки хорошо. И не важно, что тут сегодня никого не было. Я знаю точно, что за кулисами меня ждет мой друг, который на вопрос «Ну, как все прошло?» ответит «Бро, это разъеб! Просто порвал!» На этом у меня все. Вы отличная публика. Спасибо за внимание. Коллеги, до новых встреч. Пока-пока! Ну чё, братан, чё? Разъёб, ну как? Ну, так. Ну, так.